Всем привет, с вами как всегда я, Finder, и сегодня мы с вами поговорим о топ лучших программ для видеомонтажа на твоем телефоне. Ну а для начала давайте поговорим, для чего люди вообще рассматривают вариант монтажа на телефоне. Во-первых, это очень просто и быстро. К примеру, если вам нужен ролик для тиктоков, для сторис и так далее, вы можете просто быстро все смонтировать на своем телефоне и никуда не уходить. Во-вторых, телефон есть просто у каждого, и он есть всегда с собой, в отличие от того же ПК или лаптопа. Вот здесь вот или вот здесь вот будет подсказочка на проги для монтажа для ПК. Также важное уточнение, я буду говорить только о тех программах, которыми сам пользуюсь, а следовательно они будут только на iOS. То, что там с андроидом, я сейчас не знаю, потому что у меня его нету. Ну а все ссылки по этим программам будут у меня в телеграм-канале. Так что туда тоже переходите, смотрите. Ну а я попрошу вас лайкусик поставить, потому что я старался, и погнали! Начну с того, что программ для монтажа ну просто куча. Сейчас вы можете увидеть только маленькую часть из них, но все-таки я расскажу о 5 лучших из них по моему мнению. И первое приложение, о котором мы с вами будем говорить, это InShot. Это приложение даст вам возможность редактировать ролик без каких-то лишних функций, все быстро и просто. Приложение заточено в основном для новичков, а следовательно в нем вы можете сделать незначительные какие-то правки в видео. В проге вы сможете настраивать эффекты, делать цветокоррекцию, форматировать клип, добавлять текст и много чего еще. Да, это все можно сделать и в других программах без каких-либо проблем, но в этой проге это будет сделать гораздо проще. Также у этой проги, конечно же, есть и минусы. Как по мне, основной минус это то, что в приложении можно редактировать только одну видеодорожку, то есть нет слоев. Ну и конечно же маловато функций для какого-то более продвинутого монтажа. Также и эту прогу не обошли разные всплывашечки по поводу того, что купите про-версию, станьте профессиональным монтажером и так далее. А пока вы ее не купите, у вас при рендере ролика всегда будет вот такой вот водяной знак. Хотя если посмотреть рекламу, он убирается. Поэтому можно считать, что прога бесплатная. Ну а я перехожу дальше. Тут я вам расскажу сразу же о двух прогах, а именно VN и Videolip. Я считаю то, что они довольно схожи по функционалу, а также возможностям в видеомонтаже. Но у VM есть самое главное преимущество, а именно то, что эта прога полностью бесплатная. А также, насколько я знаю, у нее есть еще и приложение на Mac. А следовательно, вы сможете начать работу, к примеру, в телефоне и потом перекинуть проект на ПК и доделать уже все там. В самом приложении вы найдете кучу крутых функций. К примеру, как удаление зеленого фото, работа с ключами, реверс видео и многое другое. А вот в Videolip у вас есть приблизительно все те же самые функции, что и в VN, но, как по мне, интерфейс у данной программы будет чуть проще к пониманию. К тому же, вдобавок ко всему, будет множество вспомогательных шаблонов и чуть больше функций. Но из-за этого придется платить. Или за подписку, или купить разом навсегда. Могу сказать от себя, что цены на данное приложение довольно сильно кусаются. И VN не так, чтобы уж очень сильно отстает. А может даже где-то и превосходит это приложение. Следовательно, я считаю, что лучше оставаться на VN. Но какой прогой пользоваться в дальнейшем, нужно решать только вам. А мы с вами переходим дальше. И на примете у меня сейчас прога под названием Adobe Premiere Rush. Интерфейс приложений довольно простой и понятный, но это не мешает ему совмещать довольно много крутых функций для создания ролика любой сложности. Также я знаю, что данная приложуха поддерживается как и на iOS, так и на Android. Но самой главной фичей для меня было то, что это приложение является младшим братом Adobe Premiere Pro, в котором я все ролики сейчас для вас и монтирую. А значит, все проекты, которые у меня есть в Rush, я могу открывать и в прошке. В приложении есть парочку прикольных функций для быстрого монтажа, например, как приглушение или автоматические уровни звука. Прога за вас настраивает звук на основе вашего видеоролика. Также прога автоматически подгоняет ролик под разные форматы. То есть, к примеру, есть у вас ролик в YouTube, а вы его также хотите залить и в сторис в инсту. Бац, выбираете формат для сторис, то есть 9:16. Закидываете в прогу, и она уже за вас все сконвертит. Это очень полезная и удобная функция. Но, конечно же, есть и минусы. Главный минус, как по мне, это то, что
из раза в раз прога может просто или зависнуть, или вылететь. И, наверное, самый главный минус, с которым грешит Adobe, так это то, что у них нельзя купить приложение навсегда, то есть только подписка. К примеру, у меня есть подписка на Adobe Creative Cloud, в котором входит весь пакет Adobe приложений. Но также есть отдельная подписка только на Adobe Premiere Rush. Ну что ж, мы будем переходить с вами к самому вкусному, а именно LumaFusion. Это самая мощная программа для видеомонтажа на iPhone. Она содержит в себе функции как и Premiere Pro, так и Final Cut. В приложении есть все функции для создания полноценного видео, а может даже и фильма. Интерфейс не самый простой и понятный, но и все-таки функций побольше будет. Но я думаю, это не особо важная проблема, ведь если вы уже плюс-минус знакомы с монтажом, то вам не составит никакого труда разобраться в нем. Также могу подметить то, что это приложение очень хорошо оптимизировано, а следовательно в нем работать просто кайфово, он очень плавный и быстрый. Но есть одно но. Она платная и стоит $30. На русский это плюс-минус 2000 рублей. А если не учитывать то, что это там какая-то подписка и вы платите за это приложение всего лишь один раз, и за такой потенциал, я думаю, то, что это очень даже и выгодно. Подводя итоги, могу сказать, что LumaFusion, как по мне, самая лучшая и самая навороченная программа для монтажа на iPhone. С помощью нее вы сможете делать крутые ролики уже сейчас, и в будущем будет проще переходить на более сложные программы на ПК. А если уже говорить про более простое и бесплатное приложение, то, конечно же, это VN. Ну а вы прямо сейчас мне напишите в комментариях, какая прога вам понравилась больше всего, или же какой прогой вы пользуетесь на данный момент. Также не забывайте про колокольчик, подписочку и лайкусик под этим роликом, и увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока.